Да. Добрый день. Я за последние месяца 3 пообщался более чем с сотней человек, так или иначе связанных с криптоэкономикой, криптотемой. Большая часть из них, узнавая о том, что мы работаем над созданием собственной криптовалюты без блокчейна, задавали мне вопрос, как это может быть. И я понимаю, что многие из нас ставят знак равенства между криптовалютой и блокчейном. Хотя это совершенно неправильно, и мы вместе попытаемся разобраться за следующие полчаса, сколько у меня осталось времени, как работает блокчейн, какую он решает задачу и почему это не единственное решение на крипторынке. Кликер не работает. Да, в 2 словах о себе. Я фаундер и руководитель компании Zerocracy. Это платформа по созданию с элементами искусственного интеллекта. Это он сам клацает. Не трогаем, да? По управлению программистами. То есть я сам, компания из Силиконовой долины, там в общем-то, у нас инвесторы, там у нас партнеры, и я сам там провожу большую часть времени. Также я автор нескольких книг по программированию, по менеджменту, и сам программист, активно создаю те продукты, которыми мы пользуемся. Это мой профайл на GitHub, кто из вас, может быть, с техникой связаны, должны понимать. Наш продукт называется Zolt. Мы создаем новое крипторешение, новую технологию расчета, цифровых распределенных расчетов, которая живет без блокчейна и не имеет блокчейна себе как составляющей. Я сегодня подробно говорить не буду, будем о блокчейне, но вы должны знать, чем мы занимаемся. Для того, чтобы понять, как работает децентрализованные платежные системы, блокчейн как один из их примеров. Сначала 2 слова про централизованные платежные системы. Централизованная платежная система, о которых мы все знаем, предыдущий докладчик говорил, это Visa, PayPal, банковские системы. В них есть пользователь, у которого на мобильном телефоне, на компьютере где-то есть баланс счета, на который он рассчитывает. У него есть $100. Есть какой-то центральный сервер, центральные сервера, центральное хранилище цифровое этой информации, в которых тоже написано $100. Есть какие-то люди, программисты, системные администраторы, их руководители их руководителей, владельцы банков, директора банков. Целая иерархия людей, которые занимаются тем, чтобы эти $100 оставались на этом сервере. Делают так, чтобы эта цифра оттуда не исчезла. И для того, чтобы это все работало, у нас есть полиция. Есть механизм контроля за этими техническими специалистами. То есть пользователь доверяет банковской системе, потому что он доверяет полиции. Так работает современная экономика. Однако есть недостатки у этой экономики. Такой я график нашел в интернете. Это количество банкротств и провалов банковских и финансовых организаций в Америке за последние 70 лет. То есть вы видите, что только в 1988 году около 500 организаций так или иначе ушли с рынка. То есть значит, что эти сервера в какой-то момент стали показывать людям не $100, как они ожидали, а 0. То есть, в общем-то, доверие к современным финансовым организациям, речь идет об Америке. Оно не такое уж высокое и, в общем-то, существует проблема. Дальше. Я не знаю, именно ли эту проблему решал биткоин, когда он появился на рынке в 2009 году. Или, может быть, ряд каких-то проблем. Сложно сказать, что послужило триггером к появлению распределенных платежных систем. Может быть, экономическая ситуация, может быть, это был какой-то глобальный заговор, может быть, просто технологии подошли к тому моменту, что мы получили в руки такой мощности ресурсы и такой скорости интернет, что появилась возможность делать распределенные платежные системы. Кто это сделал, мы не знаем, есть ряд версий, от ЦРУ до некого Крейга Райта, я нашел его на Википедии, оказывается, он 2 года назад заявил, что это он создал биткоин, и даже вроде бы на камеру доказал, что у него есть ключ к кошельку этого Сатоши Накамото. Посмотрите сами, не знаю, верите этому или нет, но версий есть много, кто это создал. Я думаю, что в реальности просто технологический прогресс подошел к тому уровню, что у нас появилась возможность делать распределенные платежные системы. С их появлением на рынке многое поменялось. Предыдущие несколько докладов уже говорили о том, что поменялась и экономическая ситуация, поменялась философия, по которой мы живем, поменялось многое. Я сегодня поговорю о том, что, на мой взгляд, поменялось
у нас, на мой взгляд, происходит эволюция, или даже вот в этом слайде, если еще раз кликнуть, лет назад, я тут написал, просто он не виден, я зачеркнул эволюцию и написал революция. Мне кажется, что мы имеем, что самое интересное, что сейчас происходит, благодаря появлению распределенных платежных систем, у нас происходит эволюция или даже революция доверия. Если раньше доверие строилось на наличии полиции, на наличии наказания, как неизбежного результата любого изменения базы данных несанкционированного, то сейчас доверие строится на математике. Если раньше, чтобы мы доверяли банку, мы должны были доверять полиции, государству, всем регулирующим органам, то сейчас мы начинаем, децентрализованные системы позволяют нам доверять этой системе, основываясь на математике, основываясь на логике работы, на логике связки этих серверов между собой. И это, на мой взгляд, серьезный революционный шаг вперед, который произошел. Все остальное это следствие. И я выделю три принципа, которые лежат в основе, три элемента, три принципа, которые лежат в основе этой революции. Первое – это дублирование данных. Я не знаю, как много здесь программистов, но есть у меня подозрение, что не так много, поэтому я буду говорить абстрактно и не глубоко технически. Первое – это дублирование данных. Что это значит? Это значит, что у нас вместо одного центрального сервера нужно поставить несколько серверов. Поскольку мы не доверяем больше ни одному из этих серверов, мы ставим их несколько и делаем дублирование. Это неизбежный шаг, если мы хотим иметь децентрализованную систему, нам нужно скопировать данные. Мы не можем больше хранить наши $100 на одном компьютере, нам нужно их хранить на 2 компьютерах, на 10 и так далее. У нас появляется 3 компьютера. Если один из компьютеров вдруг скажет, что денег там больше нет, у нас остается еще пару компьютеров, а может быть еще пару тысяч компьютеров, которые подтвердят, что деньги там все-таки есть. То есть первое, что нужно сделать, создавая децентрализованную систему, это придумать, как она будет дублировать данные, чтобы мы их никогда не потеряли. Идея дублирования данных не нова. Данные дублируются при архивации, данные дублируются при хранении. В децентрализованной системе то же самое. Нам нужно их дублировать. Шаг второй. Это encryption. Почему называются валюты криптовалютами? Потому что в них есть элемент шифрования. Так называемое шифрование с открытым ключом, когда одна сторона имеет файл, которому она никому не дает, это называется частный ключ, а другая сторона, точнее все стороны остальные, имеют некую информацию, этим ключом подписано. Они все могут ее прочитать, но никто не может также подписать. То есть только я имея этот файл, могу эту информацию как-то зашифровать. В этом случае что мы имеем? Если у нас есть шифрование, то даже если один из серверов не просто выйдет из сети, а изменит информацию и скажет, что там вместо $100 $20, то он не сможет подписать ее, потому что ключ находится только у владельца этого кошелька или какой-то записи, которая есть в базе данных. То есть второй принцип, который нужно использовать. Это все не новое. Принцип номер 3, это новое. Это тот новый элемент, который появился с появлением биткоина и который, в общем-то, и создал децентрализованные платежные системы. Консенсус. Что такое консенсус? Дальше. Представим себе, что у нас есть 2 сервера, у нас распределенная платежная система, 2 сервера, мы ни одному из них не доверяем, но тем не менее, допустим, они честные, они не хотят ничего украсть. А у нас есть пользователь, который нечестный. У нас есть пользователь, который хочет украсть. И пользователь делает 2 транзакции. У него есть на счету по $100, у него есть на счету $100 на его счету. Мы дублируем эту информацию на 2 машинах. И он первому компьютеру сообщает о том, что он хочет потратить $70 послать своему другу, а второму компьютеру сообщает, что он хочет послать $60 другому другу. Оба сервера, проверяя его балансы, примут эти транзакции. Потому что и для того сервера эта транзакция является легитимной, она и там проходит. Но возникает вопрос, эта проблема называется проблема даблспендинга, которую решает та проблема, которая описана в white paper биткоин. Это, в общем-то, ключевая проблема, которую биткоин решает. Проблема двойного расходования на русском она звучит. Что делать серверам? Кому верить? Как эти сервера между собой могут договориться после того, как транзакции приняты, обе транзакции? И тот платеж совершен, и второй платеж совершен. Как потом им можно эти данные синхронизировать между собой? Как потом договориться о том, все-таки, сколько у него на счету останется? $40 или 30? Им нужен, поэтому была придумана, вернее, необходимо придумать какой-то протокол, консенсус-протокол так называемый, по которому эти 2 компьютера, или 200 компьютеров, 1000 компьютеров, смогут согласовывать эти результаты, смогут находить ответ, все-таки кому верить, левому компьютеру или правому. И биткоин взял на вооружение технологию Proof of Work. Они не сами придумали Proof of Work, эта идея была предложена еще задолго до этого в методах фильтрования спама и борьбе со спамом. Суть в том, что предполагается, что у этих серверов, у этих машин имеется разный размер, разная
разные инвестиции, которые они сделали в сеть, в свое состояние. То есть они должны, каждый сервер должен каким-то образом доказать свою ценность для этой системы и вложить какие-то инвестиции, электричество, купить помощнее оборудование, что-то вложить, сделать какую-то работу. Называется это Proof of Work. Если мы можем сервера решить, что они разного размера каким-то образом, то мы сможем сделать этот консенсус. Мы сможем всегда решить, какую транзакцию нам принимать, какую нет. То есть сколько на счету у него останется. Все-таки какая транзакция пошла, 70 или 60. Мы примем ту, у которой больше сервер. Просто больше по размеру. Такой примитивный способ. Просто принимается во внимание голос того сервера, который крупнее по величине. Больше по мощности, например, или больше по сожженному электричеству, или больше по... Каким-то образом больше. Называется это принцип Proof of Work. Этот принцип положен в основу, в общем-то, многих блокчейн-решений, но он был положен в основу биткоина. Дальше. В общем-то, фактически это приводит и должно приводить, и по логике своей так задумано в этой идее, приводит к гонке вооружений. Arms Race, гонка вооружений. То есть сервера начинают конкурировать между собой, мощности начинают конкурировать между собой, чтобы доказать, чтобы выиграть эту самую транзакцию и быть теми серверами, которые принимают решения о том, какие транзакции принимать, какие не принимать. Это фундаментальный принцип. Децентрализованной системы, не только блокчейн. Но эти принципы, они по идее должны ложиться в основу, на мой взгляд, любой децентрализованной системы. Дальше. В итоге это выглядит так. У нас есть много серверов. В какой-то момент транзакции приходят с двух сторон. Допустим, я пользователь, который хочет украсть деньги и отправить свои деньги в два разных направления. Я делаю double spending. Я отправляю транзакцию на $70 и на 60. Причем я делаю это в два разных сервера, стоящих в разных точках планеты. В китайский сервер говорю минус 60 и в сервер в Калифорнии говорю минус 70. Сервера не знают друг о друге, поскольку они находятся далеко друг от друга, всего серверов, допустим, в сети там несколько десятков или сотен или тысяч, они начинают обмениваться этой информацией и передавать эти транзакции дальше и дальше. В какой-то момент они столкнутся, в какой-то момент по идее, этот консенсус произойдет, и в какой-то момент нужно будет решать эти конфликты между ними. В итоге победит та часть сети, которая крупнее. То есть, в общем-то, протокол консенсуса распространяется в итоге на сеть целиком, на группы серверов, а не на индивидуальные мощности. Вот отсюда возникает эта проблема 51%. То есть, если мы можем иметь такое оборудование, которое по мощности больше, чем 51% существующего оборудования, то мы начнем доминировать, мы начнем подписывать транзакции, которые хотим мы, а не которые хотят, допустим, а не которые хочет остальная часть сети. Отсюда проблема 51%. То есть сеть должна быть сбалансирована, она должна быть так устроена, что 51% не принадлежит, по идее, никому. 51% должен быть размазан большинство ресурсов должно быть размазано между независимыми, анонимными, неизвестными, незаинтересованными в поражении сети владельцами машин. Теперь несколько фактов. В биткоине сейчас 9700 таких машин. Вот они распределены по миру вот таким вот образом. 24% в Америке находятся, остальные по разным странам мира. Эта цифра постоянно плавает. В мае это было 11 тысяч. Сейчас она 9700. Я думаю, что она может быть падать в следующее какое-то время, еще будет падать. Потом будет возрастать. Мы не знаем сколько. Но их вот такое количество. То есть вот такое количество машин конкурирует друг с другом группами за решение вопроса по каждой транзакции. В итоге это все пожирает огромное количество энергии. Поскольку идет гонка вооружений, поскольку каждая машина хочет быть сильнее остальной машины, или группы машин хотят быть сильнее остальных, в итоге вся эта штука сжигает электроэнергии на 3,7 миллиарда долларов в год. Одна транзакция в биткоине сейчас, электроэнергии, которые тратятся на ее провождение, на одной транзакции, на доказание этого консенсуса, хватило бы на 31 день отопления одного дома среднего английского. Вот такая сейчас статистика. Одной транзакции, не блока, одной транзакции, одного платежа. 922 киловатта в час на транзакцию. 922 киловатта в час. Один утюг в час потребляет 1 киловатт. То есть нам нужно 922 утюга включить, и целый час они будут греться. Вот столько занимает сейчас электроэнергии провести одну транзакцию в биткоин. Ну вот такая статистика. Это вот гонка вооружений привела нас к такой ситуации. Мы греем эти ресурсы, греем машины для того, чтобы каждый раз при каждой транзакции, блоки это, чейны это или не блокчейны, сейчас не суть важно, обратите внимание, я не говорю про блокчейн, это в принципе такой протокол. Блокчейн это одно из решений, которое предложено, просто блокчейн утилизирует эти ресурсы так, но их все равно нужно было бы утилизировать.
каким-то образом нужно находить консенсус. И если мы сказали, сервера будут конкурировать по размеру, в итоге появятся большие группы серверов и начнется гонка вооружений. Как я и сказал, должны в сети большинство машин принадлежать разным людям, для того, чтобы не было 51%, чтобы не было доминирующих владельцев этих машин, чтобы они не могли диктовать сети, какие транзакции правдивые, какие нет. Сейчас, к сожалению, ситуация не такая. Сейчас реально сетью биткоином владеет порядка 6 организаций, так или иначе. То есть это крупные так называемые майнинговые центры, их названия известны, это реальные владельцы сети. То есть если они сейчас вступят в сговор, грубо говоря, то сеть может либо погибнуть, либо можно будет воровать деньги, либо можно будет менять что-то, но фактически владеет сетью сейчас вот несколько организаций. Это не 9 тысяч случайных пользователей, как казалось бы, это не 9700 компьютеров, принадлежащих нам с вами. Это реально 6 крупных организаций, владеющих этими компьютерами. Следующий шаг. И, в общем-то, возвращаемся к революции доверия. То есть, если раньше у нас доверие строилось на наличии полиции, на наличии каких-то органов, контролирующих этих владельцев серверов, то сейчас мы 0 доверия к каждой машине умножаем на 9713 машин и получаем единицу. Благодаря этим вот 3 принципам. Благодаря дублированию данных, благодаря шифрованию и благодаря протоколу консенсуса. Из 9000 нулей мы all of a sudden получаем единичку. Мы получаем, что мы можем этому доверять. Вопрос, насколько мы можем этому доверять. Насколько мы можем доверять этой децентрализованной системе. В общем-то, мы можем ей доверять на ее стоимость. Она сейчас стоит $500 миллионов. То есть общая стоимость, это примерная оценка, есть ссылка, она примерно стоит $500 миллионов, стоимость всего оборудования, которое нужно, чтобы включить такую же сеть, как биткоин. $500 миллиарда. Плюс нам нужно $10 миллионов в день на электроэнергию. Вот чтобы построить такую же сеть, нам нужны такие инвестиции. В общем-то, на мой взгляд, по моему пониманию, это та самая сумма, на которую мы можем доверять биткоину. То есть это столько денег нужно, чтобы его убить. Столько нужно денег, чтобы сеть биткоина уничтожить, чтобы создать такую же, которая подавит транзакции биткоина и начнет выигрывать все консенсусы. Однако, следующий слайд. Однако общая капитализация биткоина 111 миллиардов. То есть люди доверяют биткоину на 111 миллиардов, а надежность биткоина, поскольку мы уже поняли, там нет полиции, там нет наказаний, там нет никаких регуляций. То есть мы можем им доверять только на ту сумму, на которую стоит это оборудование. То есть на сумму стоимости оружия, с помощью которого мы можем их поразить. Нам нужно оружие за 500 миллионов, а доверяем мы им на 111 миллиардов. Такой вот парадокс существует сейчас. Мы слишком сильно доверяем, при том, что надежность и доверие сети биткоин, в общем-то, равна $500 миллиарда. 0,5 против 111. Ну, я не критикую сейчас сеть биткоин, потому что есть статьи, объясняющие, что невозможно поднять сейчас такое оборудование. Нет в мире оборудования на 500 миллионов. Даже имея $500 миллионов, мы не купим такое количество этих хайсиков и не поднимем такое количество майнинговых пулов, которые могли бы делать то же самое. Просто у нас на это уйдет очень много времени, нет столько электроэнергии в одной точке. То есть, в общем-то, эта задача нерешаема так просто. Это не просто математика, нельзя просто сложить цифру к цифре. Но тем не менее, 0,5 против 111, вы видите, какой существует дисбаланс в настоящий момент. Говорят, что биткоин будет стоить в 10 раз больше, чем он стоит сейчас. Будет ли при этом у нас в сети вместо 9 тысяч машин 90 тысяч машин или 900 тысяч машин? Сложно сказать. Какая при этом будет, что при этом произойдет, сложно сказать. То есть вы видите явно потенциальную угрозу и потенциальную проблему этого решения, что мы либо должны гнать вооружение до каких-то астрономических цифр, потому что 9 тысяч машин это уже много, 90 тысяч это значительно больше. И сколько мы должны сжигать, это очень неэкологично. Система крайне неэкологична. Мы сжем электроэнергию в огромных количествах. Ни Visa, ни PayPal, ни MasterCard, плюс вся полиция вместе, которая их контролирует, может быть, даже не сжигает столько денег. А может быть, сжигает. Проведите анализ, я не знаю. Сколько стоит полиция, сколько стоит регуляция, регулятивная система, сколько стоят суды, сколько стоит весь надзор за визой, которой мы доверяем. Вот сравните эти две цифры, и будет понятно, что мы имеем. И, наконец, решения, которые технически это решают. Есть блокчейн. Блокчейн был первой технологией, предложенной биткоином. После него появились Litecoin, Эфир, Dash, Nano. Nano это такая более гибридная технология. Но все они, в основе их всех лежит принцип блоков транзакций, собираемых в блоки, соединяющихся между собой чейнами, соединяющихся друг с другом этими криптохэшами. И в итоге мы этот консенсус протокол решаем таким образом. Есть другие... Алло.
Есть другое решение, называемое децентрализованный, я не помню точно, как расшифровывается. То есть называется DAG. Есть несколько решений, о которых я знаю. IOTA — это одна из крупных криптовалют, основанных на ней, которые не блокчейн решения. Но основные принципы, они, в общем-то, в основе те же. И есть наше решение, мы назвали его ZIT. ZIT — это внутренний такой наш протокол. Валюта, которую мы сделали, который тоже в основе лежит Proof of Work, тоже консенсус протокол, тоже криптование и тоже дублирование данных, но без блоков, без чейнов, без блокчейна. Если кому-то интересно, после разговора можно подойти ко мне, взять визитку, назначить встречу, мы пообщаемся. Нам для нашей платформы нужны программисты, партнеры, инвесторы. Достаточно свежее решение, но всего 1,5 месяца на рынке, реально в лайве, идут реальные транзакции, но пока мало, мы пока тестируем, развиваем, смотрим, как это работает. Дальше. Кроме Proof of Work, существует ряд альтернатив, которые были предложены позже. То есть эту гонку можно, в общем-то, не то что остановить, но поменять немножко ее формат. То есть меряться сервера будут с размерами не потому, сколько они электричества сожгли, не потому, какой они мощности, какое у них оборудование мощное, а, например, по Proof of Capacity, то есть сколько у них свободного места на диске. Каждый сервер сообщает другому, какого у него большой диск, и у кого диск больше, тот выигрывает. Например, такой подход. Или, например, Proof of Stake, то есть каждый сервер показывает, сколько у него денег в кармане. Владелец сервера должен показать, у меня, например, там этих крипто какой-то валюты, этих коинов больше, а у тебя меньше, значит я выиграю. Вот такая конкурентная борьба. Или, например, Proof of Burn, то есть нужно показать, сколько я сжег валюты, отправил на какой-то абсолютно сгораемый фонд, и сколько ее там осталось, и никому больше не достанется. Чем я больше сжег, тем я лучше, тем я имею выше шансы выиграть этот консенсус-конфликт. Ну, вернее, конфликт, который решается через консенсус протокола. Этих механизмов можно, наверное, придумать еще. Я не знаю больше других, я не знаю, можно ли придумать, но думаю, что потенциально, стратегически будет индустрия развиваться в направлении придумывания новых механизмов доказания, кто кого сильнее. Но это неизбежно будет, и мы стоим перед, так сказать, перед перспективой развития в этом направлении. И ну теперь я заканчиваю 3 пункта, я хочу сказать, какие, я думаю, нас ждут улучшения, какие 3 проблемы, что ли, или какие 3 задачи мы должны решить в будущем с криптовалютами, технологических задач. Я не экономист, я не знаю про философию и экономику, я говорю про технику. Во-первых, мы должны стать дешевле. Я уже показал, как дорого мы сейчас стоим, как много мы сжигаем электричества. Я думаю, что должны появляться какие-то решения, которые будут дешевле, чем биткоин, дешевле, чем эфир, дешевле, чем сейчас доминирующие криптовалюты. Это первое направление развития. Второе, это мы должны стать быстрее. Уже вот на предыдущем докладе были цифры, которые показывали, что блокчейн достаточно медленная технология, она имеет серьезные недостатки, потому что она собирает все мировые транзакции в единый поток и с этим единым потоком работает. Естественно, что раз поток единый, а у нас 9000 серверов, то представьте себе, скорость синхронизации данных между ними, она, естественно, будет невысока. Естественно, мы не достигнем на блокчейне, я не представляю себе как, хотя есть вроде бы как решения, заявляющие, что это возможно. Я не знаю, как это возможно, достигнуть 24 тысячи, скорости 24 тысяч, например, в секунду, если сейчас мы имеем 7 на биткоине. Мы слишком в разных категориях находимся. Поэтому должны быть какие-то более быстрые решения. Какие-то сайт-коины предлагаются, какие-то решения, может быть, альтернативного чего-то, но это направление для развития, направление, где, мне кажется, будут появляться новые решения и привлекать деньги и инвестиции. Ну и последнее, мы должны стать поменьше. Сейчас биткоины занимают много не просто оборудования, но еще и места. На каждом сервере, про который мы сказали, на каждом из этих 9000 серверов биткоин занимает в настоящий момент 173 гигабайта данных. 173 гигабайта, потому что он хранит все за всю свою историю. Вот за 9 лет работы мы храним полную историю всех транзакций. Нужно ли это? Необходимо ли хранить транзакцию, которая произошла 8 лет назад, если она уже прошла, деньги выплачены? Нужно ли это? Так ли это выгодно? И что случится через 5-10 лет, когда эта база вырастет в размере? Она же растет быстро, я не знаю насчет экспоненциально, не буду говорить, но, по-моему, она растет так, в прогрессирующей динамике. Не знаю, это я не могу сказать. Но она растет, и она будет расти неизбежно, потому что это основа технологии. Мы должны видеть все чейны, все блоки в едином потоке. Наверное, это тоже, так сказать, элемент для развития в будущем. И последнее, что вы думаете на этот счет? Я закончу.
Спасибо огромное, Егор. Давайте поаплодируем. У нас, если есть, тут сейчас будут вопросики. Здравствуйте, Егор. Петр Кандауров, компания Rocket Bounty. Хотел спросить вот про решение проблем. Что вы думаете про криптовалюту Павла Дурова? Решит ли она, похоже, что вы все проблемы, которые перечислили, у него в случае спецификации решают? Читали ли вы вообще техдокументацию и что думаете об этом? Ну, я читал, но не скажу, что я специалист в этом деле. Я не могу сказать, что я внимательно. Там страниц, во-первых, очень много. Там, по-моему, 200 страниц только white paper или что-то такое, очень большое, да. В общем, я не скажу, что я знаю точно, но там блокчейн. И мой поинт, моя мысль основная сегодня, что блокчейн – это хорошее решение, реальное на рынке. Но мне кажется, что сейчас время для альтернатив, для разных других альтернатив. Блокчейн это прекрасно, но не стоит на нем останавливаться. Поэтому стратегически, если бы я был инвестором, я бы, наверное, вкладывался в продукты, которые предлагают альтернативный метод. Не потому что блокчейн, не только потому, что блокчейн имеет проблемы, а просто потому, что диверсификация на рынке, мне кажется, станет интереснее. Поэтому про его продукт скажу, что он из прошлого, на мой взгляд, технологически. Да, у них есть улучшения, да, у них есть, наверное, какое-то развитие, но я бы, как инвестор, был бы инвестором, я бы туда не вкладывался. Кстати, пока вы все здесь, обед и перерыв будет в том месте для бизнес и VIP-билетов. Вот у нас следующий вопрос. Спасибо большое за интересный доклад. Вы не могли бы рассказать хотя бы в паре предложений про ваше решение? Потому что это было бы интересно. Потому что про блокчейн мы знаем примерно. Да, я решил этого не делать специально, потому что это бы заняло еще полчаса, и поэтому лучше было бы подойти попозже, мы можем сделать встречу и можем отдельно поговорить. Я могу сказать в одном предложении, что если блокчейн, результаты консенсуса, результаты этого конфликта между двумя серверами, между рядом серверов, он укладывает статически в данные, и они остаются как в прошлом, вот в этих 170 гигабайтах, то есть у него результат, консенсус протокола статичен. Он фиксирован, статичен, не мутабельный и остается там. То у нас динамический. То есть у нас решение о конфликтах принимается каждый раз в динамике и нигде не сохраняется. Вот наше отличие. Давайте еще последний вопрос, и уже мы вас отпускаем. Здравствуйте, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я так понял, что у вас нет децентрализованного решения. Нет, у нас есть свое децентрализованное решение. У вас свое децентрализованное решение, но это не блокчейн. Вот, соответственно, у вас также отсутствует полиция, отсутствует доверие, отсутствует вся вот эта вот настройка. Но это не блокчейн, да? Все, спасибо, понятно. Это вот с чего я начал. То есть каждый раз, когда я рассказываю о том, что у нас есть свое решение, это не блокчейн, примерно вот такой ряд вопросов я слышу. Вот люди уточняют. У вас криптовалюта? Да. Не блокчейн? Да. Точно? Да. Вот для этого я сделал этот доклад. Для того, чтобы показать, что блокчейн не единственное решение. Блокчейн это технический протокол или формат хранения данных, который в своей основе имеет вот эти ряд принципов. Но таких форматов хранения данных и протоколов может быть 10, 20, 30. Впереди, в следующие 20-30 лет они могут быть придуманы и должны быть придуманы. Блокчейн это первый из них. Как есть реляционные базы данных, а есть еще масса других баз данных, так и блокчейн это одно из решений. Вот это мой основной. Спасибо огромное, Егору. Давайте вам поаплодируем. Уже у нас такой перерыв минут на 15-20 минут осталось. Мы ждем вас, я не знаю, чуть позже.